Всем привет! Продолжается строительство бригантины Феникс. Этот выпуск будет посвящен чистовой обшивке корпуса. Процесс сборки каркаса корпуса и черновой обшивки заснят не был. Там все собирается без проблем, по инструкции. Все сходится замечательно. Были небольшие косяки по черновой обшивке, но они легко устранились. Так, давайте начнем. Первым делом необходимо зачернить люки и гермпорт. Вся сборка будет производиться в ускоренном темпе. Какие-то неточности по сборке будут показаны в нормальном темпе, более подробно. Первым делом необходимо приклеить всю обшивку кормового подзора и гака борта. Все стыки шпона желательно проклеивать цианокрилатным клеем. В этих местах шпон очень легко сколоть, даже если он уже приклеен. Далее начинается обшивка бортов. Стекла я не вклеивал, чтобы избежать остатков клея на стекле. Вклеивается просто рама. Кормовой обшивки направление волокон шпона не совпадает с направлением досок, поэтому эту деталь я переделал. Снимаем старый шпон с домеской, все вычищаем. Для исправления использовал остатки шпона. Далее приклеивается деталь бархоута, она состоит из двух частей. Два слоя шпона. Сначала приклеивается первый слой. В носу деталь идет немного на излом. Из-за большой ширины не прилегает целиком в носовой части, поэтому первым делом привариваем часть бархоута, которая прилегает к доскам чистовой обшивки, а уже потом удавливаем утюгом нижнюю часть. Утюг лучше выставлять на самую минимальную температуру
дабы не перегреть клей. Выше температуры 120 градусов клей ПВА начинает разлагаться. Дальше обшивка клеится очень просто. На ней нету никаких изломов. Обшивка готова, теперь ее можно отшлифовать. Я сначала шлифовал шкуркой в 180 грит, потом 320. Чтобы увидеть, как обшивка будет выглядеть под финишной отделкой, можно протереть модель тряпочкой, смоченной в white спирите. Как я ни старался плотно приклеивать планки друг к другу, все равно образовались щели. В дальнейшем я их заделал цианокрилатным гелем, и потом все это дело зашкуривается. Штырь неплотно прилегает к обшивке. Это можно исправить. Просто приклеим кусочек шпона и зашкуриваем. Далее приклеим второй слой бархолта.
Пожалуй, это самый сложный элемент обшивки, потому что излом очень большой и появляется большая щель. Без приварки утюгом этот элемент приклеить, скорее всего, не получится. В корме элемент тоже не сошелся, поэтому пришлось его подрезать. Палубу я приклеил на контактный клей. Покрыл щелочным лаком 5-6 слоев с промежуточным шлифованием. После финишного слоя замотовал стальной ватой номер 3. Палуба попалась не очень удачная. В каких-то местах расшивка получилась очень четко, в каких-то, видимо, произошла расфокусировка лазера. Приклеиваем вторую часть палубы, также покрываем щелочным лаком.
Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, пожелания, ставьте лайки.